Всем привет! С вами Виктория Демора. Бывало у вас такое, что вы думаете мысль, думаете, например, о каком-то человеке, и этот человек моментально тут же звонит телефон, и вы слышите в трубке этого человека. Либо вы подумали, например, идете по улице, и почему-то в голову что-то вам пришло, какое-то воспоминание, о чем-то вы думали, и то, о чем вы думали, проявляется прямо у вас М, на улице, да. То есть вы, например, встречаете человека, о котором вы думали, которого вообще вы не могли даже встретить, в той местности, где вы находитесь. Ну, то есть, не предполагалась эта встреча. Бывало у вас такое? Напишите в комментариях. А, а у меня такое бывало часто, и когда я стала разбираться с этим вопросом, а, я обнаружила такую вещь. Я уже достаточно давно об этом думаю. Люблю копать глубоко, поэтому решила вам рассказать, свою глубину, до которой я, докопала. И на самом деле, это похоже на то, над чем думают, ученые, да, выясняя, как работает, квантовое пространство, да, или квантовая физика, когда одна частица находится одновременно в двух местах. То есть, что противоречит, вообще обычной физике, да. Так вот, когда я стала, задумываться о том, как работает, что мы подумали, и у нас это проявилось в жизни, то есть, сначала первая стадия, да, мы думаем: «Вау, у нас работает сила мысли». Мы только подумали, и тут же это материализовалось в материальном мире. Однако, это не так. Э, Сила мысли, конечно же, есть, но она работает немножко по-другому. Я в разных своих видео тоже рассказывала, об этом. Э, так вот, так же, как мы думаем, что это, результатом, материализации в мире, являлись наши мысли, также одновременно на квантовом уровне, на квантовом уровне, работает это совершенно наоборот. То есть, человек, позвонил вам, например, или вы встретили этого человека, он материализовался в вашем пространстве не потому, что вы подумали, а потому что, возможно, он материализовался, и именно поэтому вы подумали. Почему ученые тоже над этим, размышляют? Потому что это научно доказано, то, что наше сознание, оно всего лишь регистрирует, да, те процессы, которые уже произошли. То есть мы, по сути, фиксируем нашим сознанием, мы фиксируем, то есть, знаете, как будто мы наблюдаем, да, мы увидели, не знаю, облака проплывают, птички летят, да, взяли ручку и записали это, да. Какие там какое голубое небо, какие там облака. Вот то, что мы взяли и записали, это идет регистрация. И наше сознание, оно работает вот по такому же принципу. Оно регистрирует уже то, что произошло. И на самом деле, вот пока еще учеными это, ну, не доказано, что это к тому же вопросу, что вперед, там, яйцо или курица. Вот, на самом деле нету здесь первого и второго, потому что это одно и то же. Вот здесь то же самое. То есть, квантовая это частица, которая находится в двух местах одновременно, как раз и говорит о том, что, нам мысль пришла тогда, когда, например, этот человек взял телефон и начал нам звонить. То есть, и объясняется это тем, что почему нам эта мысль пришла, она, объясняется тем, что мы соединены, как бы одним полем реальности, одним пространством или даже одной связью. То есть
мы находимся в каких-то условиях на уровне энергии, да, на уровне энергии. То есть мы как будто мы идем по одной дороге, знаете. И то есть, когда мы идем по одной дороге, да, у нас есть ну, как бы одна линия. Так вот, вот это происходит вот эта материализация, когда мы встраиваемся в своей жизни на ту линию, то есть нам приходит, на самом деле, это подтверждение приходит, да, от Вселенной, что мы встали на ту линию, на которую нам надо. Подумал, и это материализовалось. То есть это не от того, что ты подумал, а это от того, что ты регистрируешь, что ты находишься на правильной дороге. Вот. И я еще глубже стала копать, да, потому что почему кто-то фиксирует, да, такие вот как бы совпадения, а кто-то не фиксирует. И это связано как раз со слоями реальности, в которых мы находимся, да. Это вот как будто энергия вибрирует на одной частоте, и она выстраивает, вот эта частота выстраивает нас на одну линию. То есть мы как бы одинаковые. И вот если мы одинаковые, тогда мы можем получать вот эти вот подтверждения. У нас есть контакт тогда. То есть у нас есть связь не только с людьми, да, но и с какими-то событиями. То есть мы вибрируем на той частоте, на которой происходит то или иное событие. И причем все события на самом деле имеют как бы много слоев. И, например, один человек может не видеть никаких совпадений и проживать там на одном уровне вибрации это событие, да, а другой человек может проживать на другом уровне вибрации одно и то же событие. И различие именно в этом. И вот эти вот эти дубликаты, которые попадаются нам в жизни, подтверждения, совпадения, дежавю, может быть, даже, они подтверждают нам, что мы вибрируем в соответствии с тем пространством, да, временем, событийным планом, который уже выстроен для нас. То есть мы находимся, как бы это еще объяснить, когда происходят эти совпадения, это нам подтверждает, что мы находимся в нужном месте в нужное время. Вот. Это не совсем сила мысли. Сила мысли работает, и она работает тогда, когда мы что-то планируем, что-то выстраиваем, и вообще в течение всего дня, в течение всей жизни то, как мы думаем, мыслим, да, какие мысли мы допускаем в свою голову, какие не допускаем, вот здесь вот эта сила влияет. То есть мы допускаем, выстраиваем себе в голове только то, что мы хотим, да, какие события, чтобы у нас происходили. То есть мы мыслим, например, положительно. Мы не допускаем каких-то негативных проявлений в нашей жизни, даже подумать об этом. Понимаете? То есть многие застревают на том, что думают негативно. И я также этим раньше грешила. Просто это работало автоматически, понимаете? Это не то, чтобы мы там в чем-то виноваты. Пока мы не знаем, как это работает, и не умеем этим управлять, мы, к сожалению, являемся заложниками. То есть если не мы управляем, то нами управляют. Вот в чем дело. И получается, пока мы не знаем, не умеем, да, не начали сами, да, управлять этим, до тех пор это управляет нами. И поэтому по умолчанию можно
залипать и привыкать думать негативно, да, тем самым притягивать в свою жизнь, да, всякие негативные события и проявления. Почему, да, это происходит? До чего я еще докопалась, да? Та вот частица, которая находится одновременно в двух местах, это мы и есть. Часть нашего сознания, как отдельное существо, мы думаем, что мы отдельные, да, и живем в отдельном теле, как будто внешний мир для нас является чем-то отдельным и внешним. На самом деле это так только благодаря тому, что у нас есть тело. Да? Если бы у нас не было тела, то мы слились бы в общем поле Бога как такового, да? Высшего разума. Но так как у нас есть отдельное тело, мы думаем, это вот главное, что мы отдельные, и то, что внешний мир как будто не является нашим творением, что ли. А на самом деле внешний мир это и есть наше творение, просто оно настолько глобальное и на уровне создателя Бога, да, у нас мозг насколько вот развит, да, какой процент мы используем, да, от нашего мозга. Небольшой процент, поэтому нам очень трудно понять вот тот масштаб и тот объем нашего мира, да, который нами же и создан. Он нами же и создан. А если он нами же и создан, значит мы можем влиять и изменять его. Но изменять мы начинаем просто менять его на физическом материальном мире, да, а в голове думая, что что-то негативное, да. И так не работает. До тех пор, пока мы думаем, что мир плохой, как я раньше думала, да, что мир плохой, да, и пыталась что-то в этом мире изменить, пыталась что-то исправить. А на самом деле он неплохой. У мира нет вообще оценки, окраски, плохой, хороший. Он просто есть. Понимаете? Он просто есть. И то, что он есть, причем то, что он есть, мы можем регистрировать только нашим сознанием, которое сидит, как бы является, ну не то, что является отдельным, да. То есть мы думаем, что наше сознание, оно отдельное от этого внешнего мира. И мы именно этим отдельным, этой отдельной частью сознания регистрируем, что есть что-то внешнее, что этот внешний мир, он какой-то. А на самом деле это одно и то же. Внешний мир и мы — это одно и то же. То есть, когда нас нет, внешнего мира тоже нет. Понимаете? Внешний мир появляется только когда мы открываем глаза и начинаем проживать, сознание начинает проживать этот внешний мир то есть с помощью своих органов чувств, с помощью своего тела познавать этот мир. Именно поэтому мы думаем, что этот мир, он отдельный, и окрашиваем его в какие-то краски. А он просто есть, так же, как и мы. Вот пока вы есть, внешний мир есть. Вас нет, и мира этого тоже нет. Не будет просто того, кто будет регистрировать этот мир. Понимаете? Так вот, последний раз я слушала, ну не лекцию, а интервью ученого, который занимается квантовой физикой. Они там очень долго
этот вопрос обсуждают, потому что непонятно, где здесь свобода воли, если наше сознание регистрирует то, что уже есть. То есть оно получается вторично. То есть наше сознание, которое живет в нашем теле, оно получается вторично. А раз оно вторично, и оно только регистрирует то, что уже произошло, это значит, что оно получается после, и оно как бы не влияет, как будто бы не влияет на происходящее. И здесь возникает вопрос той самой свободы воли. Да? А есть ли свобода воли, если мы выполняем то, что уже должно было произойти, и просто проживаем это как фиксируем, да? Фиксируем нашим сознанием эту жизнь. Вот. Они пока, ученые, не разгадали этот ответ на этот вопрос, не нашли, потому что они думают, что получается, что мы как будто живем в прошлом, как будто петля времени такая, как будто мы живем в прошлом. Ну, один вариант. Но мы не живем в прошлом. И на самом деле сознание влияет. То есть там настолько запутано, вот если представить себе спираль, ну, спираль ДНК, да, вообще форму спирали, то каким образом по этой спирали можно двигаться, да? То есть это идет вообще это как бы круг, да, но этот круг, он переходит каждый раз в новый круг и в новый круг. И кажется, что как будто он возвращается назад. И вот это возвращение назад, это и есть, объясняет вот эту регистрацию, как будто это как будто мы живем в прошлом, да, мы своим сознанием регистрируем то, что уже запланировано произойти, да. Вот. Ну, я думаю, ученые дойдут до этого. Это чисто мое видение, мой взгляд, мой инсайт, если хотите. Потому что работает это в обе стороны. И мы являемся всем. Просто нужно абстрагироваться от того, что мы живем в теле. Если абстрагироваться от этого, то можно почувствовать ту самую свободу и то самое объединение, и все что угодно. Но нам трудно абстрагироваться от тела. Почему? Потому что мы 24/7, за исключением нашего сна, да, наше сознание пребывает в теле. И мы вынуждены, так сказать, удовлетворять потребности нашего тела, и познаем мы жизнь с помощью нашего тела, ну или благодаря нашему телу. Конечно же, недооценивать это нельзя, и в этом мире у нас есть только тело, можно так сказать. Все остальное — это результат тех действий, которые мы совершаем, проживая жизнь в нашем теле, да. То есть без тела вы уже не сможете здесь, в материальном мире, совершать какие-либо действия. Поэтому само по себе тело, его нужно ценить больше даже всего, чего бы то ни было. И относиться с уважением, не обесценивать, заботиться. Так вот, начала я с того, что
чего я начала? Хотела я донести вам то, что на квантовом уровне та самая частица, которая находится одновременно в двух местах, это наше сознание, которое находится и внутри нашего тела, проживает жизнь в теле, и находится снаружи, то есть снаружи без тела, можно так сказать. Снаружи без тела и является частью высшего разума, Бога, того единства, о котором все так бредят. И даже иной раз, может быть, сама по себе любовь и какая-то тоска или какое-то, как это объяснить, словами это просто не передать. То есть то, что мы пытаемся здесь проявлять в материальном мире в виде любви, оно на самом деле аналогично тому, что мы испытываем на верхних, на высших уровнях бытия, когда мы являемся всем, одновременно всем. То есть мы едины там, наверху, и на самом деле многих людей, которые ну, не хочется сейчас запихивать в разные рамки, но многие люди, которые испытывают такую, знаете, как бы тоска или одиночество, несмотря на то, что они находятся среди людей. Это как раз вызвано чувство, это духовное чувство, потому что вот эта часть нашего сознания, она здесь, в теле, и она как будто бы скучает по тому высшему разуму, по тому единству, по той большой части нас самих же, да, но в высшем мире. И вот это проявляется в виде такой вот тоски. И вот одни люди это чувствуют даже среди людей, а другие люди могут не распознавать это и чувствуют, как это сказать, выражают это, то есть как будто отображают это здесь, в материальном мире, и строят отношения, да, с другими людьми, да, но опираясь на вот это вот чувство, они все равно никогда не получают того, чего они хотят, потому что строя отношения с таким же человеком, как и ты, но испытывая тоску по духовному, по высшему сознанию, по Богу, по сути, да, по единству. Вот испытывая эту тоску и строя отношения с людьми, мы от людей никогда этого не получим. Потому что это, ну, это невозможно, это лежит на другом уровне нашего сознания. И вот ну, кто-то, кто занимается духовными исканиями, познаниями себя, изучением, может быть, каких-то религий, они знают, что есть это. Знают, что это за чувство, за ощущение. Вот.
Поэтому если у вас, может быть, такое возникает, и вы, может быть, догадываетесь к тому, что на самом деле этот мир не может вас, так сказать, удовлетворить, да. То есть все, что в вашем мире есть, да, может не удовлетворять вас. Особенно это касается людей, м, просто люди, которые живут, например, в нехватке, недостатке чего-то, да, они думают, что чтобы им это получить, нужно что-то иметь, что-то купить, как будто что-то им не хватает из материального мира, да. И это один перекос, да. Кто-то, может быть, и получает, и продолжает в это играть, продолжает в этом жить. Вот. Но те, кто а, получают много, да, то есть люди там обеспеченные, у которых все есть, и они на самом деле теряют смысл жизни, потому что тот самый материальный мир и любую материю, какую бы они ни захотели, они могут купить, их это уже не удовлетворяет. И тогда встает вопрос, как радоваться жизни, как почувствовать счастье, удовлетворение, как бы не привязываясь к материальному. И на самом деле ответ он один и для тех, кому не хватает, и для тех, у кого уже все есть. Ответ один. То, что в материальном мире этого удовлетворения вы не найдете. Просто каждый будет проходить свой путь и свои стадии, на которых где-то вещи какие-то будут удовлетворять, какие-то временные ваши там потребности, желания, да, а где-то не будут удовлетворять. Потому что материальный мир, он не про удовлетворение, он не про удовольствие. Все, что, все, что приносит нам счастье, радость, наслаждение, мы же проживаем это внутри, не снаружи. Мы внутри это проживаем, мы это чувствуем. Это чувство, его нельзя купить. Это чувство нельзя вызвать даже специально. Хотя многие сейчас пропагандируют то, что можно включать в себе разные там, эмоции даже, да. Но эмоции, они лежат на поверхности. А настоящее истинное чувство, которое как раз и приносит нам счастье, наслаждение, удовлетворение жизнью, оно лежит глубже, в более глубоких слоях нашего сознания, которые как раз и соединены с высшим разумом, с высшим сознанием, с высшим Богом. И чтобы углубиться, то есть чтобы достать вообще эти чувства, почувствовать, не достать, а почувствовать. Чтобы почувствовать это в себе, нужно, конечно, работать над собой, но это уже просто надоели даже эти слова. Говорить даже не хочется их произносить, работать над собой. Нужно
просто больше внимания дать себе и своему внутреннему миру. Принять все, что вы проживаете. Все, что вы проживаете. Все, что вы думаете, не думаете, делаете, не делаете, проявляете, не проявляете. Вот все тотально взять и принять. Вот это тотальное принятие, оно на самом деле освобождает. Оно освобождает, как будто растворяет наше тело в пространстве и растворяет, ну, с мозгом еще надо, конечно, поработать, поделать разные практики. Мне, например, очень помогли трансовые сессии, чему сейчас я обучаюсь. Они очень хорошо очищают наше подсознание и соединяют с нашей душой. И когда у нас нет вот этих блоков в теле, да, каких-то зажимов, напряжений, нету препятствий для того, чтобы энергия, которая через нас проживает, протекала свободно. Когда этого нет, тогда приходит счастье, наслаждение, удовольствие. Тогда жить легко. Жить легко. Но чтобы к этому прийти, нужно иметь, конечно, и какой-то процент знаний, понимания, и какой-то процент практики по соединению с собой, уделение внимания себе. То есть это в хорошем смысле про здоровый эгоизм, когда вы много времени уделяете самому себе и своему развитию, тогда вы быстрее, чем все остальные, находите ответы на все свои вопросы и быстрее приходите к этому чувству, ощущению наслаждения жизнью, удовольствия, проживанию легкому, не напрягаясь, в расслабленном состоянии. Поэтому на этом я свои инсайты закончу. Напишите в комментариях, как вы проживаете свою жизнь. Сколько у вас в ней есть времени для себя, времени для того, чтобы разобраться, что вам мешает вообще жить по-другому. И если у вас есть время, куда вы его расходуете? На этом, наверное, все. Спасибо, что дослушали до конца. Буду рада вашим комментариям. Пальцем вверх. Прекрасного времени суток. Пока-пока.